Любые истории начинаются обычно с рассказа о событии, тем более главные новости страны. Но сегодня я решил начать с истории, которая лично меня просто потрясла. И я хочу, чтобы она потрясла и вас. И не только потому, что она, вот эта история про женщину, а завтра 8 марта, а потому что все вы знаете о результатах этой потрясающей истории, но мало кто знает о причинах и истоках. А это, согласитесь, просто несправедливо. Ситуацию исправит Константин Панюшкин. Вот так. Вечерний прогон программ для каждого из учеников и учениц Этери Тутберидзе. Самый волнительный момент всего дня. И для олимпийской чемпионки Алины Загитовой тоже. Оставила попу на льду. Вообще и не отрывала. Ну а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Только она делает первый шаг на лед, у меня сразу сердце замирает. Вот у меня уже сколько лет я его не тренируюсь, а у меня все еще такое бывает иногда, то, что она заходит, и все, такая в ступор встала, такая, что делать, что делать, что делать. Боятся ли они ее? Нет. Ей восхищаются, ее любят и уважают. Красивая, справедливая, требовательная. Целеустремленность, большими буквами терпение. Человек, умеющий добиваться успеха. Этери Тутберидзе тренируют на небольшом катке на юге Москвы. В ее группе 2 десятка учеников. Медведева и Загитова в представлении не нуждаются. Но здесь и кроме них есть настоящие звезды. Вот, например, 13-летняя Александра Трусова. Пока Загитова оттачивает программу, которая уже принесла ей олимпийское золото, Саша, победительница юниорского финала Гран-при, у бортика непринужденно делает четверной прыжок. Для ясности, во всем мире, кроме нее, 4 оборота делает только еще одна 13-летняя фигуристка. И тоже ученица Этери Тутберидзе, Аня Щербакова. Обе выполняют элемент мужской программы, который не все мужчины делают так чисто и стабильно, как эти девочки. Я стараюсь, наверное, воспитать правильно. Вот именно воспитать. Я ничего не требую на самом деле. Я добиваюсь того, чтобы спортсмен сам, чтобы его не устраивал невыполнение домашнего задания, чтобы он от этого чувствовал себя гадко внутри. Сейчас в это сложно поверить, но даже Алине и Евгении не всегда хватало выдержки, чтобы соответствовать планке Тутберидзе. За 2 года до Олимпиады Загитова уже собиралась возвращаться в Ижевск, заканчивать с фигурным катанием, когда после перелома руки и ноги перестала прыгать, пришла на каток прощаться. Так как я еще не любила работать, не получалось, у меня не складывалось все это. Ну, я пришла, подарила цветы. Триггерно, видимо, что-то во мне увидела такое, то, что, видит, наверное, тренер. И сказала, давай попробуем еще раз. Медведева тоже когда-то часто падала на тренировках. Чтобы поставить ученицу на ноги, Этери Тутберидзе придумала прием, который назвала «Женя в кляре». Женя заходит и падает с тех прыжков, которые, собственно, можно приземлиться и выехать. Заходит, падает, падает, падает. Я спрашиваю, тебе нравится валяться? Так давай я тебя поваляю. Раз, на лед, опа, зашкирятник, пойду по снегу, что вот так вот. Вся спина белая была. Не нравится? Нет. Будешь еще падать? Нет. Вставай, иди делай. Как бы она ни хотела дать каждому ученику в равной степени столько любви и терпения, как Женя Медведева, не получил от нее, наверное, никто. Все-таки уже 11,5 лет вместе. Этери Георгиевна – это тот человек, который меня вырастил. И без нее не было бы сейчас вот этого вот всего. 11 лет вместе и дальше вместе пойдете? Да. Без всяких сомнений? Без. Конечно, как дочь. Но она со мной сколько часов, сколько времени, сколько лет провела. Наверное, я ее даже где-то больше воспитывала. В скромном кабинете, который Тутберидзе выделили только год назад, большое совместное фото Жени с еще одной фигуристкой, родной дочерью Дианой. В детстве она много болела, но мама не сдалась. Первый раз поставила дочь на коньки в год и 10 месяцев, а в 4 года взяла к себе в группу. Мне бы очень хотелось, чтобы у нее сложилось в спорте, и тогда я смогу сказать спокойно, что испытание матери я вынесла, вот как мать спортсменки, потому что это отдельное испытание. Именно этого тренерской работы, которая приносит не только зарплату, Тутберидзе не хватало с тех пор, как она закончила карьеру фигуристки. Оказавшись 20 с небольшим в США без копейки, на городских катках она была вынуждена давать уроки всем подряд. Мне очень не нравилось
кататься там, допустим, с дедушкой, который, я понимала, это ни к чему не приводит, а мне просто сказал, что ему просто приятно рядом со мной кататься и держаться за меня. Мне это было неприятно. Как-то для меня все сводилось к зарабатыванию денег. Это неинтересно. Как и все в 90-е, она выживала. Сорвавшиеся гастроли в США обернулись тем, что труппу российских фигуристов поселили в общежитии для бездомных и кормили в церквях. Этери Тутберидзе пережила теракт, взрыв в Оклахоме в 95-м, 168 погибших, под 7 сотен раненых, и она среди них. Но Тутберидзе продолжила идти к цели, упорно с детства. 5-й ребенок в простой московской семье. В 5 лет она собралась и поехала на тренировку одна через весь город. Уже тогда не могла пропустить. Мама позвонила с работы и сказала: Итеречка, тебя никто не сможет сегодня отвезти на тренировку, поэтому все, раздевайся. Я сказала: да я готова, я все помню, все, я поехала. Она что-то начала там кричать в трубку, что нет, нельзя. Ну все, я захлопнула дверь, потому что я поняла, что я опаздываю. С тех пор в ее характере ничего не поменялось. Если у меня есть какое-то умение, а мне кажется, оно у меня есть, наверное, я в ответе перед Богом за это умение. И я должна им правильно распоряжаться, стараться что-то сделать чуть больше, чем мне даже кажется. Вернувшись в Москву с Олимпийских игр в свой день рождения, она поехала на каток, потому что там ее ждали ученики, которых она делает чемпионами не строгостью, как кажется многим, а иначе. С любовью. Ну, наверное, с любовью к этому делу, с любовью к этим спортсменам, к этим детям, с любовью. Но самое главное, Этери Тутберидзе никогда не говорит на тренировках во всеуслышание, ведь это ее секрет. Константин Панюшкин, Ольга Черносвитова, Максим Катаев, Илья Марин, Юлия Гамаева и Кирилл Данилов. Первый канал.